как доктор уверен в том, что ни о каком здравом уме у людей, которые все это развязали, речь не идет. 75% больниц в Харькове разрушены. Вдумайтесь. Вот такое впечатление, что именно больницы, школы, детские сады, они выбираются в первую очередь. Надо уничтожить Украину как государство. Но только не надо орать громко про то, что мы их ненавидим и так далее. Не надо орать. Если с Варламовым что-то приключится, то там миллионы этих людей, они же будут счастливы. Вот же что самое главное. Друзья, сегодня я представляю вам новое интервью для своего канала Варламов Токс. На этот раз я побеседовал с известным доктором Евгением Комаровским. К сожалению, встретиться лично мы не смогли, потому что Евгений из Харькова и с 24 февраля остается в Украине. Мы обсудили с ним гуманитарную ситуацию в его родном городе и многие другие актуальные темы. Если вам понравится это интервью, не забудьте подписаться на этот мой канал тоже. Это новый канал. Здесь будет регулярно выходить интервью с интересными людьми. Скажите, вы сейчас где находитесь? Я нахожусь между Киевом и Харьковом. Вот без детализации. Знаешь, я столько получил за последнее время, за последний месяц. Я получил столько сообщений о том, что ждите, доктор, идем вас убивать. Честно я тебе скажу, что я как-то я конкретный населенный пункт тебе называть не буду, ладно? Вот между Киевом и Харьковом. Но вы довольно много времени находились, я так понимаю, в Харькове. Я был в Харькове, да, застал, естественно, все эти прелести, в общем, да, было дело. Я бы там и остался, но когда ты получаешь за день десяток писем, в которых указан твой домашний адрес и передаются приветы, что надо уже ждать, то как-то, знаешь, решишь, что лучше не связываться. А 24 февраля вы где были? Спал мирно в своей кроватке. Я утром собирался выезжать в Киев. У меня были там встречи, съемки. Вот в 5 утра проснулись от канонады. То есть вы прямо слышали, это происходило? Да, это нельзя было не слышать. Это был такой, полная иллюзия, что ты попал в кино. Ваша первая мысль, когда вы услышали в 5 утра 24 числа разрывы? То есть 24-го я в этот день собирался с утра. У меня будильник был на 9 утра. Короче, в 9 утра я собирался выезжать в Киев. Вот у меня там была куча встреч всего. И в 5 утра мы с женой проснулись от канонады. Полная была иллюзия, что мы попали в кино про войну из 41-го года. Если бы в 4 утра вообще было бы 100% попадание. А так не совсем. Вы ожидали, что начнется война? Или вы не верили? Потому что было много сообщений накануне. В том, что война начнется, я был абсолютно убежден. Вот ни секунды не сомневался. Но представить себе обстрел Харькова или танковые колонны, которые заходят из России в Украину, об этом, конечно, никто даже... я так точно представить себе не мог. То есть я был уверен, что будет какое-то там обострение на Донбассе. Это было ожидаемо совершенно и так далее. То есть в этом я был убежден абсолютно. Но такое... Это выходит за рамки вообще всего, о чем можно было даже себе представить. Я честно скажу, в том, что конфликт назревает, я был уверен, там, наверное, больше 15 лет. В том, что он обязательно в какую-то острую фазу выльется. Но в том, что он приобретает такие формы, в здравом уме это невозможно. Просто исходя из этого, я как доктор уверен в том, что ни о каком здравом уме у людей, которые все это развязали, речь не идет. У вас довольно большая аудитория, и, наверное, это преимущественно аудитория российская, русскоговорящая. Вы вели на российских каналах передачи, ваши книги, насколько я понимаю, до сих пор продаются. И, кстати, не изъяли из магазинов ваши книги? Ты знаешь, мне, например, многие написали: побежала срочно все покупать, пока не запретили. Это у меня была информация. Потом у меня была информация о том, тут сжигают ваши книги, доктор. Вот такое. Но официально о том, что запретили, такого я еще не слышал. И вот вы внезапно за месяц стали врагом для некоторых людей в России, которые, как вы говорите, теперь пишут вам угрозы. А что это за люди? Это ваша аудитория, которая вас разочаровалась, или это какие-то абсолютно новые люди, которые просто там составляют списки? Давай уточним, дружок. Это они мне пишут угрозы не как я говорю, а они в принципе их пишут, понимаете? То есть это коллекция из тысяч сообщений. Но, тем не менее, я хочу тебе сказать. Я, кстати, много уже раз об этом рассказываю в последнее время, но поскольку твоя аудитория не совсем, наверное, полностью моя, это очень интересно. В целом, как мне кажется,
моя аудитория отреагировала просто удивительно хорошо. Ну, то есть из 6 миллионов моих подписчиков в Инстаграм российской, я говорю не об общая аудитория, у меня была на начало войны там 9,5 миллионов, так вот из этих 9,5 миллионов 6 миллионов российская. И из них я потерял 1 миллион. Один. То есть я считаю, что это просто великолепные результаты. Потому что в целом, наверное, в России я потерял там 85%, а здесь другая ситуация совершенно. И я лишний раз, это для меня важное доказательство того факта, что отношение к собственной жизни, к своему здоровью, к своим детям и к окружающей среде в целом, оценка информации, которая поступает в твой мозг, она одинаково заходит. Будь то война или будь то там здоровье ребенка, понимаете? И если человек склонен к аналитике, склонен брать на себя ответственность, склонен думать о здоровье собственного ребенка, читать книжки, интересоваться, то точно так же он будет интересоваться и будущим своей страны, своих детей на перспективу. Были те, кто вас поддержал? Может быть, неожиданно даже для вас, из российской аудитории, из ваших российских читателей, друзей, может быть? Количество людей, которые написали мне письма, практически большинство моих друзей в России, они остаются, они очень трезво оценивают все это. У меня не было ни одного прямого разочарования, что вот этот человек, к которому я хорошо отношусь, и вдруг он стал зомби. И навесил на лоб буковку Z и стал кричать, что это не война, и что Комаровского надо денацифицировать. У меня вообще такого нет. Я всегда очень, к выбору друзей относился. Очень, друзей много не бывает. И мне так приятно, что все, с которыми я общался, они все классные, но я ни одного из них не могу называть, потому что это будет для них определенный риск и количество писем. Только ради бога не называйте меня, я вас поддерживаю, только не публикуйте. Как только это все началось и пошел вал писем на мою личную почту, то я понял, что очень же многие пытаются это объяснить. Как это произошло? Что случилось? Доктор, я не такая, как все. Почему я не могу выйти? Почему мы боимся выходить? И так далее, и так далее. Люди пытались мне объяснить. И я уже на второй день я почувствовал, что я переполнен этими эмоциями, именно российскими. Тут мне своих эмоций хватает, как вы понимаете, наших внутренних, да, вот это отдельная тема. Но эти эмоции российские, они были на уровне какой-то такой, реально социальной психологии, психиатрии реальной, да, что я понял, что я просто обязан этим делиться. И я буквально тогда, сразу же на второй день, по-моему, 25 уже числа, я создал канал в Телеграме, который называется «Здравствуйте, доктор. Письма войны». Каждый день я там размещаю минимум 100 писем в день. Вот с того времени минимум, наверное, 100 в день я размещаю, хотя получаю там около писем около 2000 сейчас в день, а общее число комментариев и отзывов, только не от бота, а вообще, превышает 20 тысяч. Я могу про себя тоже сказать, что у меня так вышло, что действительно тоже нет ни одного человека, в ком бы я разочаровался. А смотрю на некоторых людей, и они говорят, у нас там половину круга общения отпала. И я так думаю, а как же вы с этими людьми, как можно быть настолько неразборчивыми в связях, что у вас половина, с кем вы общались в кризисный момент, вас вдруг разочаровала? Я тебе должен тут что дополнить. Смотри, беда, что и в педиатрии, и в отношении к детям, и в отношении к государству доминируют как раз те, кто на здравый смысл и логику наплевали давным-давно, понимаете? Вот и все. Вот это беда, страшная беда. Какие были возможности быть счастливыми, сколько было денег, сколько было возможностей влиться в цивилизацию. Господи, так обидно, какое количество просрали всего и как это еще аукнется, какому количеству детей. Господи, прямо это так обидно. Скажите, что сейчас происходит в Харькове, на таком бытовом уровне? Как живет сейчас город? Что там происходит? И вы знаете, я каждый день общаюсь очень активно, и переписка, и видео, и все. Поэтому, в принципе, обстрелы не прекращаются. Наши очень неплохо все-таки освоили ПВО. Поэтому самолетов значительно меньше. Прямых боестолкновений значительно меньше. Но вот этот самый подлый вариант войны, когда нет прямого контакта, когда обстрелы, часто с территории Белгородской области, палят в ситуации, когда нельзя получить сдачи, понимаете? Вчера бабахнули
газопровод перебили. Был пожар сильнейший всю ночь. Вот. В целом 75% больниц в Харькове разрушены. Вдумайтесь. Вот такое впечатление, что именно больницы, школы, детские сады, они выбираются в первую очередь. Представить себе, вот слово, вам что-нибудь говорит слово «Салтовка»? Вы когда-нибудь слышали это слово раньше? Да. Да, собственно говоря, Салтовка такой, знаете, для вас, как для человека, который очень любит заниматься градостроительством в Харькове, это самый большой спальный район, да? Да, вот у нас есть там район, допустим, называется Арагань, спальный район Алексеевка, но Салтовка это самый большой. И вот эти 3 самых крупных спальных района обстреливаются системами залпового огня. То есть оружие, да, град, который придуман для уничтожения скопления силы противника в чистом поле, понимаете, без разбору хренячится по жилым кварталам. И Салтовка, конечно, и в этом плане огромная проблема. Почему? Потому что из Харькова выехало, я так по моим прикидкам, не более 40% жителей. То есть в Харькове около 1 миллиона человек точно есть сейчас. И охренячат именно по району, где люди живут. То есть получается огромное количество людей просто лишаются крова. Понимаете, которые переселяются в школы, в метро и так далее. И тут начинают хренячить по школам. Такое впечатление, что именно вот сознательно создается именно гуманитарный кризис. А сейчас, когда совершенно очевидно, что никак не получится справиться в прямом противостоянии 2 армий, надо уничтожить Украину как государство. То есть как экономику, понимаете? То есть не дать людям провести посевную. То есть уничтожая все склады нефти, дизеля, да, чтобы трактора не могли в поле выехать. И реально заводы, все, что можно, все, что дает стране там возможность выжить, они просто сознательно уничтожают. Честно сказать, какая-то запредельная подлость, запредельный цинизм. Я не знаю. Слава богу, что, знаете, уже все-таки сегодня 36-й день, по-моему. Поэтому можно разговаривать об этом. Как-то мы к подлости, к цинизму, к вранью. Боже, какое вчера Министерство ваше обороны сделало заявление по поводу Харькова. Про то, как там, эти нацисты людей держат в заложниках. Кстати, продолжая ваш вопрос на бытовом уровне. Мои друзья в Харькове уже перестали втягивать головы в плечи, потому что уже все харьковчане уже по звуку отличают, это летит град или это работает система ПВО. Это уже все знают. И говорят, не суетитесь, это нормально, понимаете. Открываются кафешки, открываются многие закрытые магазины. Вывозят мусор. Вот этот вот газопровод, который почти 40 тысяч людей оставил без газа, никак не могут починить, потому что в этом месте продолжаются обстрелы. То есть упорно, знаете, как это классика во многих войнах: убить там, ранить кого-то и после этого ждать, когда приползут его спасать, да, и чтобы подстрелить тех, кто приползет. Это классические методы войны. И вот тут точно так же. Разбить газопровод и ждать, когда приедут его чинить, чтобы добить тех, кто приедет чинить. Вот так вот Харьков и живет. Но поскольку одно из, несколько направлений, город не в блокаде, он как бы в полукольце, поэтому город соединен с большой землей, и поэтому туда может заходить все. Собственно говоря, это позволяет ему держаться. Но опять-таки в Харькове очень много молодых мужчин, которые потеряли жилье, потеряли близких, которые родились уже при Украине независимой, то есть им до 30 лет, понимаете, которые никогда не жили ни в каком Советском Союзе, у которых нет никаких тараканов про братские народы и так далее, и единую там страну. Вот. И эти люди будут сражаться до конца. Их мотивация максимально возможна. И на сегодня в Харькове количество людей, которые готовы сражаться, намного выше тех, больше. Это десятки тысяч людей, готовых защищать город. Как вы думаете, почему до сих пор не взят ни один крупный город в Украине? У нас вот говорят, вчера опять же у нас от Министерства обороны, они заявили, что не было такого плана, что города просто хотели взять в кольцо. Такая странная история, но тем не менее ни один крупный город сейчас не взят.
почему это происходит? Ну, взять город можно только одним способом. Сравнять его с землей. То, что они пытаются сделать в Мариуполе, и то там, ну, опять-таки, опыт того же Сталинграда говорит о том, что из-под обломков Сталинграда можно выползать и воевать. То есть это все не так просто. Поэтому уничтожить город можно только вместе с жителями. Это они могут, и я не сомневаюсь, что по этому пути, если они пойдут, ну, значит, это... И самое интересное, что никаких гарантий, что они не пойдут этим путем, нет. То есть Харьков может повторить судьбу Мариуполя? Конечно, если что-то, какой-то таракан где-то в мозгах там переклюнет, и они решат, что надо же отрапортовать, что мы Харьков взяли, взять его можно только вот так. То есть полностью уничтожив? Да, конечно. А как иначе? Ну, смотрите, возьмем там пример единственного областного центра, который взят. Херсон. Город, ну, который, в принципе, не было возможности защищать. Ну, там не было возможностей накопления резервов. Город, который в Украине открытое небо. То есть, если... Это же не Харьков. В Харькове леса. Понимаете? Киев леса. Чернигов леса. Сумы это местность, где... Ну, сейчас еще начнется, сейчас позеленеет все, вообще все будет, все узнают, что такое партизанская война. Ну, это же очевидные вещи. Херсон – это степь. Понятно, что по степи никто не может перебросить воинские соединения, особенно если у тебя нет авиации. Ну, понятно, что это безнадежно. Да? То есть, с военной точки зрения, это было безнадежно. Да, поэтому Херсон взят. Но там, где можно организовать сопротивление, никто не отдаст. И город, это совершенно очевидно. И это все видят на примере Сум, Чернигова, Харькова. Ну, а что тут удивительного? То есть, поймите, главная же проблема на самом деле в том, что тот факт, что ни один город не взят, тот факт, что Украина сопротивляется, это же он страшно удивляет огромное количество людей. То, что он в России удивляет, ладно, он же удивляет везде. И, по-моему, он там французов или немцев удивляет намного больше, чем россиян. А эти, когда я честно, я когда разговариваю там, с теми же немцами, ну, которые мне регулярно там у меня немцы, французы берут интервью, они задают вопрос, а какая у вас мотивация? Вот это их главный вопрос. Они вообще не могут понять, за что мы тут вообще бьемся. Понимаете? Ну вот, собственно говоря, и все. Как в городе, в Харькове сейчас обстоят дела с едой и с лекарствами? Работают ли магазины? Магазины работают, аптеки работают, дефицит определенных лекарств есть, но, естественно, очень часто дефицит логистики, доставки лекарств в аптеки и из аптеки людям. Многие люди просто не могут дойти до аптек. Есть централизованная служба, собираются заявки от людей, волонтеры доставляют куда надо, ну и так далее. То есть, в общем, короче, этим вопросом занимаются. Понятно, волонтеры в метро, где огромное количество людей, оставшихся без крова, там кормят людей. Ну, в общем, ненависть к врагу сделала город настолько сплоченным, настолько единым. Это просто вообще не только Харьков, всю страну. Когда все это началось, людям в России, которые выступали против войны, выходили на акции, ну, в основном это интеллигенция, так называемые либералы, в России это слово стало такой отчасти ругательным уже, им задавали вопрос, а где вы были 8 лет? И официальная пропаганда, когда им показывали фотографии ударов, фотографии там, беженцев украинских, она говорила, ну все то же самое происходило 8 лет в Донбассе, и вы все молчали. А где был 8 лет доктор Комаровский? Хороший вопрос. Я, кстати, ты знаешь, я на него отвечаю 36-й день подряд. Но, кстати, я хочу тебе сказать, что я-то четко отслеживаю методички ботов. Ты знаешь, ситуация про 8 лет закончилась. Эта тема ушла. Вот правда ушла. А это же первые там недели, там 2 недели, 8 лет это был главный, это ушло. Я четко вижу сейчас, ну потом сначала у них было про 8 лет. Причем они против меня работают индивидуально. Видишь, я очень специфический, понимаешь, тип. Я же как бы все-таки, у меня действительно огромная российская аудитория, да? И там чуть ли не моя главная специфика для российской аудитории в том, что они знали, что я, в принципе, же не продаюсь. Я ни за какие деньги не буду там лекарства ненужные рекламировать и так далее. Это не мое, как бы, в принципе, да. И поэтому им очень важно работать прицельно против меня. Что такое произошло, что я продался нацистам, да. Сейчас, как бы, потом у них был такой лозунг следующий. Вы, доктор Комаровский, пользуетесь огромным авторитетом, поэтому вы должны были призвать ваших граждан не сопротивляться. А коль скоро они сопротивляются,
то это теперь на вашей совести их кровь. То есть это если бы вот вы сказали, чтобы они просто встречали освободителей, понимаете, денацификаторов, то, а теперь это все из-за вас. Вот такой был. Ну, сейчас они просто ушли в какие-то примитивные угрозы и так далее. Рассказывают, пишут мне регулярно, где они меня повесят, ну и так далее, и так далее. То есть я просто поток оскорблений, но какой-то конкретной мысли я уже не вижу. Главный лозунг: подожди, доктор, скоро мы победим, и тогда ты узнаешь. Вот все такое. Возвратимся к где я был 8 лет. 8 лет назад наша страна по соседству с нами по имени Россия развязала прямой конфликт с нами. Оттяпала у нас кусок территории. Завезла сюда своих ребят, которые при поддержке местных придурков устроили бучу и организовали 2 сепаратистские республики. Все эти республики ни секунды бы не существовали без идеологической, материальной и поддержки России. Бороться с ними не было никакого смысла. Бороться надо было с первоисточником. И знаете, как в медицине есть такое понятие. Варианты лечения. Есть этиотропная терапия. Борьба с причиной болезни. Да? Вот она считается самой эффективной. Вот борьба с причиной болезни, этиотропная терапия, применительно к этому конфликту была невозможна. Потому что причина болезни все время кричала: мы ни при чем, мы не участники этого процесса. Мы вообще, то есть это вот эти сами шахтеры, сами колхозники овладели Буком, сами сбили Боинг, сами сражаются и так далее, и так далее. Поэтому я повторюсь, я вынужден повторяться, потому что ничего нового я не придумаю. Потому что я лично прекрасно понимал, что мы живем по соседству с бешеной собакой, уж простите. И нам надо так жить, чтобы ее не дразнить по возможности, а построить какой-то забор и так далее. Вот, собственно говоря, то, что нам надо было делать. Вот. Но все реально понимали, что рано или поздно она вырвется из клетки. И она вырвалась. Вы об этом говорили, просто вот те вещи, которые вы сейчас говорите, про то, что было там 8 лет назад и так далее, да, вы об этом на протяжении 8 лет или в 2014 году говорили публично? В 2014 говорил публично, но я публично не употреблял слова «бешеная собака» и так далее. Потому что я много-много лет считал, что надо тогда вернуться еще раньше. О том, что между Россией и Украиной рано или поздно будет очень большой конфликт, я для себя решил все в дни оранжевой революции. Вот когда Путин поздравил Януковича с победой в 2004 году, а потом выяснилось, что никто не победил. Вот тогда уже было абсолютно понятно, что руководство России вообще понятия себе не отдает о тех процессах, которые происходят здесь. О том, что вообще является побудительным мотивом многих здесь движений, майданов и так далее, и так далее. Вот мне тогда это было понятно. И я для себя, как-то внутренне, сформулировал такой смысл того, что надо делать. Поскольку я не политик, да, я считал, что для нас было очень важно, для Украины, максимально готовиться к тому, что рано или поздно будет большой конфликт. Для этого надо строить правильную страну. Страну без коррупции, страну с адекватным государственным управлением, страну, которая имеет профессиональную армию, страну, которая пытается собственно говоря, которая строится на любви граждан друг к другу. Не на ненависти к соседям, а на том, что мы все объединенный народ, и мы не делим друг друга по религиям, языкам, устремлениям, отношению к разным. Главное для нас всех – это любовь к нашей Родине. Вот это главное. И я считал, что не надо дразнить их. Вот не надо. От них ничего ждать не надо. Если ты не можешь избежать этих контактов, если ты должен что-то делать, делай. Но только не надо орать громко про то, что мы их ненавидим и так далее. Не надо орать. Переговоры, торговля. Но только пока вы будете переговариваться, выступать, торговать, не забывайте про самое главное. Про экономику, про коррупцию, про вот это все. Это была моя позиция, понимаете, чисто человеческая, за которую я очень много тут получал по голове. Потому что огромное количество людей, вот мне сейчас здесь с очень многими легко общаться. С теми, которые кричали «Путин» до объявления войны. Первое лицо дипломатии
говорит, что Путин... Я считал, что это неправильно. Нет, он таки... Но давайте как-то попытаемся не включаться в жесткий конфликт. Пока. Сейчас все просто. Сейчас все просто. Белое, черное. Все. Поэтому, естественно, когда это все в 2014 началось, я в 2014 году записывал обращение к родителям России. Я давал интервью российским средствам массовой информации, в которых просил оставить нас в покое. И объяснял, что все эти рассказы про националистов, про и так далее, все бред. Ну, это то, что я мог. Когда закрылся занавес за этими республиками, это потеряло всякий смысл. Когда вы последний раз в России были? По-моему, в 17-м. Обратил внимание на то, что в процессе общения со мной, опять-таки общались с нормальные совершенно люди, все вот как будто пытались выйти за рамки украинско-российских отношений. Не было ни одного вопроса. А что там у вас делается? А как вы там? А как там на Донбассе? А Крым? А то все. То есть вот людям было впечатление такое, что любая попытка на эту тему вообще пообщаться, это табу. Людям очень неудобно, людям стыдно вообще на эту тему со мной поднимать, понимаете? Поэтому мы, конечно же, обсуждали исключительно вопросы детства, детей и так далее. За эти 5 лет не были, ну, довольно странно, потому что, опять же, у вас там большая аудитория, вас не приглашали. Нет, не приглашали каждый день. Вы отказывались? Я отказывался, да. Ну, потому что я на самом деле, первое, мне, слава богу, было куда ездить, как вы понимаете, без России. Ну, собственно говоря, я прекрасно понимал, что в Украине люди очень негативно к этому отнесутся. Очень негативно. Ну, потому что, еще раз говорю, моя позиция, не дразнить бешеную собаку и поддерживать контакты, она вступала в противоречие с большим количеством людей, которые считали, что им наплевать на эту бешеную собаку, мы как бы всем покажем. Вот. И поэтому мне, понимаете ситуацию, если у тебя есть выбор поехать в Казахстан, в Россию, в Узбекистан, в Эстонию, в Литву, в Латвию. Ну, что я поеду в Россию, если у меня нет никаких проблем, понимаете? Ну, так. Но потом я все-таки, в конце концов, почему-то принял решение ехать. Я даже не помню почему. Но не поехал, потому что, к моему счастью, начался коронавирус. По поводу мирных переговоров, которые сейчас проходят, что вы думаете про ход этих переговоров? Верите ли вы, что они принесут какой-то результат? И как вам позиция России, позиция Украины на них? Позиция Украины мне абсолютно понятна. Позиции России никакой нет. Ну, потому что, первое, вы же понимаете, что ни одному слову никто не верит. Ну, я так точно не верю ни одному слову. После заявления об этом деэскалации хренячили всю ночь по Киеву, по Чернигову, обстреляли Нежин, убили несколько волонтеров, которые доставляли продукты. Короче говоря, ничему верить нельзя. То есть победа будет и исход переговоров определится исключительно на поле боя. Когда потери будут настолько высоки, что их уже нельзя будет никак скрыть, а это будет, похоже, скоро. Потому что потери огромные, просто огромные, то это и будет определенный шаг. Ну и все, опять-таки, мы же все прекрасно понимаем, что в системе, авторитарной системе принятия решений, когда фактически все решения принимает один единственный человек. Это же когда в Украине говорит президент, что у нас будет референдум, да, то это имеет какой-то объективный смысл. Узнать, что в России произойдет народ хоть каким-то образом повлияет на решение власти, ну это смешно. Решение принимает один единственный человек. Этот человек абсолютно не имеет адекватной информации. Он находится в информационном пузыре, который его устраивает. Поэтому ход переговоров определяется исключительно тем, как участники переговоров смогут подать эту информацию Верховному ПУ, чтобы он принял решение, но чтобы эта информация его не расстроила, как мне кажется. А это почти невозможно. Ну, то есть, вы считаете, что сейчас договориться не получится, и война будет идти... Просто это ж может сейчас затянуться, там, опять же, на годы. Я себя лично на это настраиваю. Я очень надеюсь, еще раз говорю, понимаете, в чем тут ситуация? Почему маловероятно, чтобы на годы? Во-первых, максимально возможная мотивация в Украине. Раз. Бесконечный тыл. Ну, поскольку вся Европа в тылу. Да? Естественно, с каждым днем мотивация, ненависть нарастает. Искусство
ребят, которые на поле боя сражаются. Ну, наверное, сейчас украинская армия самая сильная и самая мотивированная армия в Европе. Это однозначно. И люди, которые все думали про эти санкции, давать это оружие, не давать это оружие, которые все до сих пор думают, что еще должна Россия совершить, чтобы еще какие-то санкции ввести. Вот эти люди постепенно приходят к пониманию, что того, что они совершили, Мариуполь, уничтоженные больницы, геноцид на оккупированной территории и так далее, что уже чаша переполнена, уже не надо ждать больших злодеяний, уже этого достаточно, чтобы максимально Украине помогать. Да? Исходя из этого, я вижу, что, опять-таки, мы видим, что полное отсутствие мотивации у российских военнослужащих. То, что необходимо искать резервы, то, что в страну заезжает техника, там, еще с советской армии. В принципе, создается впечатление все-таки, что это не может продолжаться долго. Вот это дает нам всем надежду. Ну, опять-таки, я же не эксперт в военных вопросах, как вы понимаете, но я все равно уверен в том, смотрите, уже вот последние переговоры, да, во время этих переговоров никто не говорил про денацификацию и демилитаризацию, да. Никто почему-то вообще, слава богу, оставили в покое наших этнических уток, ну и этнических летучих мышей. Да, то есть это тема того, что мы тут биологическое оружие специальное против славян разрабатывали, тоже как-то ушла из темы обсуждения. Да? То есть постепенно всякая чушь из повестки дня уходит, и люди начинают трезво смотреть на явления. Опять-таки, прямые участники переговоров, а у меня есть убежденность в том, что я могу доверять словам, поскольку есть некие там люди, с которыми я могу общаться, говорят о том, что тон, настроение российской делегации очень сильно изменились. Тон российской делегации изменился, но, с другой стороны, если посмотреть на реакцию, даже вот на заявление Мединского, возможно, вчера вы тоже видели, как и Кадыров, и как некоторые пропагандисты, так называемые представители партии войны, которые были крайне удивлены, что как-то так мы отступаем. Мы же вот буквально завтра собирались уже взять Киев и парад на Крещатике устраивать, а тут нам говорят, что мы отступаем с киевского направления, а тут нам говорят, что, возможно, сейчас будем заканчивать. Да что ж это такое? Я опять же хотел вас спросить, в начале, когда все только началось, было много обращений, в том числе от украинских политиков, от украинских там лидеров общественного мнения к матерям России, которые говорили: не посылайте сюда своих детей, не посылайте своих солдат. И сейчас вот в последнее время все чаще появляется интервью с матерями, которые своих детей потеряли. В этих интервью ты читаешь, вот лично для меня, какие-то абсолютно страшные вещи, когда они говорят: все правильно, да, он ехал там что-то защищать, и, конечно, вот он молодец, и мы вообще все им так гордимся, я вот именно для этого там его и воспитывала, и хорошо бы вот, чтобы все вот ребята сейчас поднажали и закончили там начатое, чтобы все эти жертвы не были напрасны. Вот эта вот реакция со стороны простых людей, она вас удивляет? Вы вот ее как в таком виде ожидали? И как вообще с ней быть, как с ней работать? Все, что вы рассказываете, я через себя уже многократно пропустил. Я тоже, наверное, 10 дней подряд обращался, начиная с 24 числа, обращался к мамам. Для меня-то это в принципе же было. Это же вы вырастили этих мальчишек на моих книжках, черт побери. Теперь эти мальчишки, которые такие здоровенькие, не без моей помощи, стреляют в меня, в моих детей. Ёкаламэна, где логика вообще, да? Но, тем не менее, я должен на сегодня констатировать, я эти обращения закончил. Это абсолютно бессмысленно. Сейчас работают, похоже, механизмы мне до конца непонятны. Вот мать, она потеряла ребенка своего, да? Ей надо публично сказать, что я была дура. Я воспитала человека, который не смог базово ответить на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Послушайте, я же детский врач. У меня специфика. Я как раз все это знаю. Я вам сейчас расскажу, Илья, вы об этом даже не думаете. Почему самые бедные врачи, вот если взять по специальностям, в России, в Украине, самые бедные именно педиатры. Вы знаете почему? Вот я вам попытаюсь спросить, как вы думаете, почему педиатры намного более нищие, чем терапевты? Потому что их никто не слушает, не знаю, никто к ним не ходит. Нет. Когда заболевает ребенок, то на уровне подсознания каждая мама чувствует вот в болезни ребенка свою вину.
и на уровне инстинкта пытается переложить эту вину на кого-то другого. Поэтому это не я виновата, что я его не закаляла, что я его накормила фигней какой-то, понимаете, и так далее. А виноват доктор, который его плохо лечит. Все. И поэтому педиатр, он всегда виноват. Вот. И вот сейчас ситуация совершенно аналогичная. Это надо признать собственную тупость. Нет, я все делала правильно. Это просто злые нацисты его убили, а я все делала правильно. И мой вождь правильно. Опять-таки, вождь за то, что я права, он подтверждает мою правоту, он мне сейчас денег за это даст, за то, что я потеряла своего ребенка. А если я сейчас усомнюсь в мудрости великого Пу, то меня могут денег лишить. И я вообще глубоко убежден в том, что если некая женщина усомнится в мудрости великого Пу, то ее интервью просто никому не покажут. Вот все-то. Поэтому тут работа чистая пропаганда. Просто другой вопрос в том, что мы все, кто вот есть в мире во всем, мы недооценили возможности пропаганды в 21 веке. Недооценили. Это реальное оружие массового поражения. И я хочу сказать, что там ценность Соловьева, Скобеева и Киселева не меньшая, чем химического оружия. Это очень, очень мощные единицы боевые, и которые, конечно же, должны быть наказаны в первую очередь. Ну, относительно пропаганды и вообще информации и так далее, мне кажется, может быть, нам не совсем корректная аналогия. Мы это видели на примере коронавируса, да, когда с какой скоростью распространяются совершенно безумные теории, как, казалось бы, адекватные люди, начитавшись и посмотревшись какие-то сомнительные источники, были зомбированы и начинали просто действительно верить в какую-то абсолютно антинаучную чушь, которая просто пробивается в интернете и опровергается там буквально 3 кликами, но они не хотели туда идти, они верили в то, что они хотели верить. И тиражировали дальше эту глупость, с этой глупостью жили, при этом возвращаясь к потерям, да, к людским потерям, там Россия заплатила довольно серьезную цену, у нас, по-моему, там избыточность более 1 миллиона человек, очень большая цена именно за вот эти вот теории заговора, так называемого консервативного там, или глубинного народа. Я вас перебью, как раз вот понял, просто я постараюсь уже, знаете, вот тему прививок не поднимать. Я в одном из своих выступлений тут обратился к нашим мамашкам, вообще к ребятам, к нашим вокруг, о том, что, ребята, вы обратите внимание, война, обратите внимание на прививки от столбняка. Так вот, и у меня тогда в комментариях соединились военные боты и прививочные. Этого было достаточно для оргии. Просто пир духа был такой в комментариях, что просто они нашли в себе поддержку. Понимаете? И это реально, это еще раз иллюстрирует. Отсутствие логики и здравого смысла работает во всех элементах. Все. Возьмите вашего этого Михалкова. То, что он нес про Никиточку, то, что он нес про вакцинацию, и то, что он нес про биологических, этнических уток, это же, боже. Просто другой вопрос в том, что людям с таким уровнем здравого смысла, опять-таки, еще раз, нас почему-то всегда говорят, вот артист, он там не поддержал, артист. Это не значит, что у него избыток интеллекта. Он артист, и все, что еще надо? Почему надо рассматривать артистов как главных интеллектуалов современности? Если этот артист сыграл академика, он же не стал академиком от этого, да? И в этом плане все совершенно однозначно. То есть не надо рассматривать господина Михалкова как главного мыслителя современной России. Но именно таким людям с абсолютно примитивным складом ума предоставляют трибуну. Вот же что самое страшное. Эти люди, они впереди планеты всей. Они интеллектуальные авторитеты нации. И это же страшно. По поводу отношений между Россией и Украиной, между русскими и украинцами. Вы как украинец сейчас? Я украинец всегда. Конкретно в данный момент, да, вы видите коллективную ответственность всех русских людей за случившееся? Понятно, что само слово «коллективная ответственность», вне всякого сомнения, мне неприемлемо. Но то, что государство российское и каждый налогоплательщик этого государства должен оплачивать все, что тут произошло, это совершенно однозначно. Второй вопрос в том, что, понимая то, что всегда в каждом процессе есть конкретные виноватцы, понимая, что в России есть примерно 15-20 миллионов людей, устоявших под действием зомбированности, прекрасно понимая и зная этих людей, многих из них, прекрасно понимая, что эти люди, к сожалению, разбросаны по огромной территории, не имеют возможности для адекватной коммуникации, противостоят огромной машине террора государственного. Каждый из них
находится в окружении там сотен людей, умеющих жаловаться и писать доносы, которые будут злорадно потирать руки, потому что нет ничего более кайфового там. Слушайте, я честно, я же с этим сталкиваюсь всю свою жизнь. Когда там, если с Варламовым что-то приключится, то там миллионы этих людей, они же будут счастливы. Вот же что самое главное, что миллионы быдла, которые не способны проанализировать информацию и не хотят вообще ее получать, которые выбрали себе, точно так же, как миллионы молодых женщин, ничего не хотят решать со своими детьми и молча делают то, что будет делать бабушка. Бабушка что скажет, то они и будут делать. Но точно так же миллионы людей слушают, раскрыв рот господина Соловьева, и делают то, что он сказал. Все. Вот это вот. Другой вопрос, потому что я понимаю, что если вместо Соловьева поставить другого, который будет говорить вещи правильные, то их за там пару лет можно вернуть в нормальное, ну а все равно логики и здравого смысла. Это просто стадо, которое просто поведут в другое пастбище, более другое, скажем так, и все. Но, поэтому, конечно, я против коллективной ответственности. Но я бы все-таки хотел, чтобы сейчас четко мы знали хотя бы, кто полный дебил, который буковку «Зен» нарисовал, кто промолчал, а кто выступил против. Вот это же разные люди. Мне кажется, они разные степень ответственности, степень репарации. За буковку «З» каждый, кто на своем автомобиле буковку «З» нарисовал, он после войны должен дополнительный налог платить на восстановление Украины. Поэтому все нормальные сейчас должны вести учет этим всем «З». Потому что потом, ох, как им будет. Но это опять-таки на уровне скорее межгосударственных отношений. А на уровне чисто личных, эмоциональных мое поколение вряд ли сможет общаться с Россией. По-видимому, исход я бы скорее видел. Все же знаете еще, что от чего зависит? Сейчас закроется клетка. То есть это останется изолированный от мира Мордор? Или все-таки поменяется власть и Россия встанет на путь нормального развития? С постепенным уходом от авторитаризма, к возврату в демократии, к переосмыслению всего, что вы натворили, да, упущенных возможностей. Когда страна покается, поймет, когда люди в стране поймут, что они сделали не так, это один вариант развития межгосударственных отношений. Мы просто не знаем, кто придет на смену ПУ и когда это произойдет. Да? В этом, если же это, сейчас отключат YouTube, страна закроется окончательно. Вот, и тогда просто, мне кажется, что наша задача создавать вот ту самую Киевскую Русь, которая станет центром, который будет собирать все живое, все, что не готово погибать в Мордоре. Сейчас очень трудно об этом говорить, потому что боль утрат и продолжающиеся потери настолько сильно все это, что сейчас как-то не хочется вообще гадать на всю эту тему. Я вам честно скажу, то, что я вот сейчас в общении с вами ни разу не произнес ни одного неприличного слова, это потому что 36-й день. Потому что, если честно, я уже чувствую, что я умею, уже могу держать себя в руках. Потому что вначале это было безумно сложно. Просто безумно. Харьков и вообще восток Украины, он всегда был после распада Советского Союза более так пророссийски настроен, чем Западная Украина. И даже после 2014 года, если смотреть там социологию, количество людей, относящихся к России, скажем так, нормально, к русским даже там скорее положительно, оно всегда было высокий, да, и Харьков находится рядом с Белгородом, и вообще так города раньше неплохо так дружили, общались, люди ездили друг к другу там на выходные, гуляли. Я сам был много раз в Харькове, у меня там сестра жила, тетя, вот, и я город поэтому хорошо так знаю. И город всегда был таким очень пророссийским. Насколько сейчас, есть ли вообще какая-то вот эта вот база для построения так называемого там русского мира, если мы представим, если потенциально на кого там опереться, если какие-то остались пророссийско настроенное там население, которое там чисто теоретически будет вот выступать в роли тех, кто должен там с цветами и с караваем там встречать русские танки? Или таких людей уже в Харькове не осталось? Это вопрос на уровне, есть ли на вашем острове место, где могут жить рыбы? На суше рыбы не живут, понимаете? Все, нет. Понимаете, все время
русскоязычность путается с пророссийскостью. По-моему, уже все, уже крах, это миф. Харьков имел возможность наблюдать, как до 2014 года сюда, в Харьков, приезжали толпы из Белгорода, Курска, Орла, которые ходили по Харькову вот с такими глазами, диву давались: боже, какие у вас супермаркеты, какие у вас цены, какие у вас продукты, какое все. Харьков не чувствовал себя каким-то там ущербным по отношению там, к России, наоборот. Мы знали, что у нас круче, у нас лучше. Опять-таки, Харьков видел, он мог смотреть, как эволюционирует Россия. Харьков знал, что Боинг сбила Россия. И Харьков видел, как эта Россия рассказывала, что это наши там националисты его сбили. То есть он знал, что это вранье. Раз. Харьков видел постоянное, вот это, на фоне наших выборов, и вот эти выборы российские, и это все изменения Конституции, и эти все рокировки, и эти все закручивания гаек со средствами массовой информации. Харьков видел эпопею с Навальным. Господи, Харьков столько видел примеров, как ему не хочется жить по таким законам в таком стране. Какая пророссийскость? Что есть пророссийскость? Понимаете, еще раз? Как мне кажется, знаете, тут есть какая проблема. Надо же чем-то гордиться. Чем-то гордиться. Особенно же, вот именно, как мне кажется, чем отличается там реально там россиянин? Он гордится Россией. А когда ты спрашиваешь, а чем ты гордишься? Вот что вот в тебе, вот какое ты отношение имеешь к этому предмету гордости? Я горжусь тем, что моя страна самая большая в мире. Я горжусь тем, что нас боится весь мир. Можно как-то гордиться чем-то, что мы придумали лекарство, самое лучшее в мире, да? Что наши дети бесплатно там получают самое лучшее в мире образование, что мы можем делать лучшие в мире автомобили, самолеты, что наши люди путешествуют по всему миру, что мы их защищаем, что у нас демократия, что у нас деньги, огромные деньги, которые потоком льются в страну, вкладываются в школы, в детский спорт, в здравоохранение, в пенсионное обеспечение, в города, современные мегаполисы и так далее. Но мы почему-то всего этого не видели. Я считаю, что путать пророссийскость и русский язык не является критерием пророссийскости. Только что, если у кого-то были в этом сомнения, он за последние 36 дней мог неоднократно в этом убедиться. Опять-таки именно 100% русскоязычные города Харьков, Мариуполь, Чернигов уничтожаются в первую очередь. Причем именно уничтожаются. Если кто-то еще сомневается, ни о каких точечных ударах речь не идет и близко. Нацизм. Люди, понимаете, какая ситуация? Конечно, когда люди не понимают разницу, вообще не понимают значение слова нацизм, то им можно вешать лапши сколько угодно, понимаете? Но люди, которые не знают, что означает слово нацизм. Понимаете, у нас, когда непосредственно после прихода Зеленского к власти, у нас сложилась уникальная ситуация, когда президент был еврей Зеленский, спикер Рады был еврей Гройсман, а руководитель одной из, второй по размеру парламентской партии был еврей Рабинович. И при этом мы все равно были нацисты. Хотя главным критерием нацизма является воинственный антисемитизм. Хрен их знает. О чем тут можно разговаривать? О чем? Я не знаю. Относительно нацизма, по крайней мере, там российская пропаганда, и вы, скорее всего, это знаете, да, они же как раз и приводят в пример тот же самый там Азов, там и другие вот эти вот батальоны, которые действительно имели в своем составе людей с неонацистскими взглядами. Там же действительно было все то, чем сегодня до сих пор российская пропаганда пугает. Но российская пропаганда знала, что таких людей с нацистскими взглядами на территории России в сотни раз больше, чем на территории Украины. Да, но на территории России, да, здесь я могу с вами так немножко поспорить, потому что на территории России людей с подобными взглядами, они, естественно, были. Я сам снимал как журналист русские марши,
Я был на Манежной площади, когда там 10-тысячная толпа зиговала на Кремль вот этих вот фанатов, и они были. У нас их там за последние 10 лет практически всех вычистили. Их либо посадили, либо разогнали. И сегодня вот эти все националисты, русские националисты, и тем более там все, кто хоть как-то связан был там с нацизмом, это такая прямо больная тема, поэтому их всех закатали или посадили, или они там не высовываются. После 2014 года в Украине с ними не было какой-то там борьбы, и отдельные представители вот всех этих движений, они были на виду, что, собственно, сегодня и дает нашей российской пропаганде возможность показывать эти картинки, показывать флаги со свастикой, которые там они, скорее всего, я не исключаю, что находят там в их каких-то офисах этого там Азова, показывать телезрителям, вот смотрите, да, вот мы в Мариуполе, мы заходим в офис, а там висит там свастика. Опять-таки надо сказать, и это же очень важно, что тот факт, что находится в поле зрения человек, который зигует или который имеет свастику, да, он совершенно не имеет никакого отношения, по большому счету, к политике государства. Да, мы же прекрасно знаем, что ни одна сила политическая, в которой там есть слово там, «национальный», в принципе, не проходит в Раду. То есть, да, никакого участия в политических процессах на уровне государства эти силы не принимают. И еще один вопрос, который постоянно меня, например, все время волнует. Если где-то в Украине кому-то придет в голову позиговать, то обязательно рядом с ним, значит, будет 2 камеры, которые будут это снимать. И в силу этого мне во многом создается впечатление, что эти картинки просто искусственно создавались для того, чтобы были поводы вообще об этом поговорить. Хотя то, что нацизм в Украине не имеет никакой серьезного влияния на политику государства, это просто совершенно очевидно. Просто поймите, обсуждать Украину как страну нацизма, точно так же, как обсуждать страну, вы же понимаете, что многие в России убеждены в том, что это в Украине создали коронавирус в биолабораториях США. Но это примерное явление одного порядка. Если вы допускаете одно, вы можете допустить другое. Что мы можем сделать в этой связи? Понятно. Другой вопрос в том, что если люди допускают, хорошо, даже давайте согласимся со всем этим. Вот просто возьмем и со всем этим согласимся. Это повод, да, это дает повод уничтожить, стереть с лица земли Мариуполь, да, бомбить школы и больницы в Харькове. Извините, ребят, а где ваша тогда? Просто мы уже к логике и здравому смыслу уже не апеллируем. Мы уже апеллируем к каким-то, не знаю, совершенно примитивным. Сколько будет 2 плюс 2? Даже на это люди не хотят давать ответ. А сейчас у меня впечатление такое, я просто вижу нарастающую агрессию, причем в соцсетях, даже не ботов. Нет, боты это отдельная песня. Нарастающую агрессию там рядовых мамашек. И это всем мне напоминает уже чистый стокгольмский синдром. То есть, понимая, что мы куда-то не туда зашли, мы делаем все, чтобы оправдать того, кто нас туда завел. Я понял. Спасибо вам. И вам спасибо. Еще личная просьба, которая продиктована там недавним наблюдением за вашими видео. Если вам удастся встретиться с госпожой Шульман, поцелуйте ее от меня. Я понял. Хорошо, обязательно. Удачи. Все, до свидания. Слава Украине!